Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И в очередной раз здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере. Речь пойдет про битву за корону. Пока что у нас 2 попытки, потом их станет 3. Это такой режим, когда у нас есть 3 башни. И мы между 2 серверами, получается, соревнуемся. Наш сервер вот этот, у сервера выбирается лидер, который может здесь использовать карты стратегии. Ну, они имеют определенный эффект. Наверное, самый такой, один из самых мерзких, это когда мы аннулируем результат самый лучший в какой-либо из башен. Смысл этого режима в том, что мы должны нанести вражеской башне, здесь их всего 3, наибольший урон. И в итоге мы должны на 2 из них нанести наибольший урон, чтобы победить. И вот эти вот цифры на башне, это то, сколько нанес нам противник. То есть, ну, не совсем логично, не совсем интуитивно понятно на самом деле. Поначалу путаница возникает, смотришь и кажется, что это ваш урон. Нет, это урон противника по нам. То есть, какую башню мы смотрим, то есть красная, противника, значит здесь цифра нанесенного его урона. Это он нанес нам столько. И более понятно, это визуализировано вот этими линиями. То есть видим здесь очень длинная синяя полоса, синий сервер это наш, и соответственно вот наш урон. 16920 мы нанесли им, а они нам 4733, поэтому здесь красная полосочка маленькая. При этом для победы, как я уже сказал, нужно на 2 башнях, чтобы урон у нас был выше нашего сервера. И видим, что у нас здесь получается проигрыш. Пока что у нас здесь проигрыш. Нас выигрывают по средней башне, причем значительно. И по нижней, может быть не так значительно, но тоже ощутимо. Как мы наносим урон этим башням? Мы здесь имеем в каждой башне определенную стихию. Точнее, противника определенной стихии. На что влияет стихия? Соответственно, на умение. То есть каждый элементаль, каждый противник, их здесь всего 3 штуки на поле боя, у них есть определенный набор навыков. И у молнии это просто урон, это усиление атаки своей и ослабление, которое увеличивает урон, который по нам проходит. Это самый легкий противник, почему? Потому что, во-первых, урон не такой высокий, во-вторых, тут нету никаких дополнительных ослаблений для нас. То есть не сбивание там ульты энергии, либо какие-то штрафы к атаке, либо к защите. Это считается самый легкий противник, и видим, что основной урон всегда идет именно по молнии. Также у нас есть лед, это посильнее противник, чем молния, тут урон действительно такой уже высокий. Плюс ко всему на нас накладывается штраф к атаке, штраф защиты. Штраф, да, он 1-го уровня, но он все равно очень таки ощутимый. Плюс ко всему еще босс на себя накладывает усиление защиты, что тоже неприятно, и плюс ко всему рассеивает с себя негативные эффекты, что тоже очень неприятненько. Ну и соответственно основной навык опять же рассеивает все усиления наши. Здесь у нас урон заметно ниже, но все равно вполне себе такая башня, ну, поддается. Урон ниже, но при этом практически те же самые команды работают с небольшими такими изменениями. При этом я считаю, что самая сложная башня это вот эта огненная, потому что здесь самые неприятные навыки это контроль, то есть отбрасывание, потом снижение готовности абсолютного навыка, здесь штраф к скорости перезарядки и, собственно, здесь. Здесь нужно настраивать, получается, команду гораздо так серьезнее, иначе у нас урон будет совсем слабенький. Где мы смотрим урон? Мы тыкаем на башню, здесь мы смотрим рейтинг. И он указывается наш, то есть нашего сервера. Это наши игроки, сколько они всего ударили. Награды за рейтинг у нас за, получается, каждую башню, да, одинаковые. Они, соответственно, вот такие. Награды не сильно различаются, но все равно, конечно же, хочется выиграть и занять повыше место. То же самое у нас здесь еще есть максимальная награда за испытание, вот такая вот. И награда, соответственно, за урон, это она и есть, вот она. Нам доступно здесь 2 битвы. Есть нюанс, здесь вот он красными буквами указан. Как только мы один бой сохранили в любой из башен, другие башни становятся недоступными. То есть, если мы один раз ударили молнией, то мы не сможем никакую другую башню больше ударить. Нам придется 2-й раз бить тоже молнию. Соответственно, за победу нашего сервера, да, либо за проигрыш нашего сервера предусмотрены вот такие вот награды. То есть, командир у нас получает на 7 дней титул,
И, соответственно, все участники, то есть весь сервер, получает 5 осколков легендарных. Причем осколки с 1 по 2 сезон здесь герои у нас в пуле героев. Ну и, соответственно, экстрагент связи и больше вот этих вот очков, блестящая печать, чем если бы мы проиграли. При этом экстрагента видим, что одинаковое количество, уже неплохо. И, собственно, вот эти вот очки битвы за корону, блестящая печать, они тратятся вот в этом обменнике. Тут не так много товаров, и причем, заметьте, что они здесь не обновляются. То есть эти товары доступны раз в сезон, то есть здесь особо не разгуляешься. Ну и давайте я покажу вам свои команды. Я буду бить среднюю линию. Я мог бы ударить, в принципе, и верхнюю линию, но здесь у нас большое преимущество, а вот на средней мы сильно отстаем. Поэтому давайте я буду бить среднюю. У меня здесь несколько команд. Первая команда — это у нас команда разъедания. Так как урон здесь не сильно высокий, мы можем здесь позволить себе использовать одного героя поддержки и целых 4 ДД. Команда разъедания у нас представлена вот так вот, с Сецидис. Если у вас рейты нету, либо если у вас нету Сецидис, вы можете поставить кого-то другого. Например, это может быть даже вот этот вот Пардис, новый герой. Честно, я им не пользовался, я не знаю, как он играет. Возможно, что он здесь тоже неплохо себя покажет. Либо, если у вас нету, опять же, Сецидис, да, и выживаемость у вас нормальная, можете поставить Гегну, он тоже неплохо бьет. Единственное, что он здесь плохо подходит, потому что он бьет перед собой всего лишь 3 на 3. То есть он будет попадать максимум по 2 элементалям. Поэтому возможно, что нужно попробовать каких-то новых героев, либо старых, вот типа вот этого. Сабрина. Она все-таки здесь бьет по площади, вот по такой, и, соответственно, подходит лучше. То же самое, вот он, у него здесь 5 ударов, единственное, что 5 сфер, они, получается, ну, попадут не во всех. Соответственно, наверное, все-таки Сабрина будет лучше. Вот эту Трису я не знаю, я не читал ее навыки, у нее бьет удар вроде бы по площади, может быть, даже она здесь будет очень неплохо. Интересно было бы попробовать, но, к сожалению, у меня нету ресурсов, чтобы ей таланты прокачать. То же самое и с любым другим героем. Поэтому бью, чем могу. Ну, расстановка здесь вот такая. Если мы Сецидис ставим сюда, то двое вот этих вот будут бить ее. Она, кстати, умирает довольно-таки часто. Когда я ее поставил сюда, она уже играет нормально. Снаряжение у нас максимум в урон Сецидис, максимум в урон Шмыгли. У меня здесь лучшее снаряжение для Шмыгли. Можете попробовать на Сецидис, я пробовал переставлять, у меня получался урон хуже. Потому что у меня здесь пробуждения нету и как-то вот, ну, не получалось. При этом Сакридея у нас здздесь частично на вспомогательной функции, видимо, она раздает атаку и, соответственно, увеличивает вот этот урон. Артефакт у нее тоже на поддержку, то есть на увеличение урона именно команды. Рейта у нас здесь ракушкой, то есть раскидывает разлом на всех сразу. Плюс ко всему она у нас с этой кукольника и вот с этим мифическим предметом. Ну, то есть все-таки... Это, в принципе, команда с воронки. Единственное, что я заменил во второго героя поддержки, у меня это Агок, либо у вас это, допустим, может быть Филосия. Я заменил на Сецидис. Только это все, что я сделал. Ну и немножечко снаряжение перебрал, с учетом вот этого изменения. Рук у меня здесь с небольшим количеством ускорения, оно здесь не важно, потому что у нас бой только 5 минут, и он его реализовать-то особо не сможет. Крит шанс, крит урон здесь у него нормально, хотя крит урона мало. Ну, что смог, то собрал. Тайминги вот такие. Опять же, у меня на воронке, по-моему, похоже. Единственное, что чуть ниже у рейты, чтобы там по боссу попадало в нужный момент. А здесь вот так вот. Рука мы не сдерживаем. Порядок такой, что сначала у нас идет Сакридея, накладывает ослабление, да, потом у нас бьет Сецидис, а потом Шмыгли. Ну и рейта тоже замыкает, продляя ослабление. И код у меня здесь тоже под них настроен. Код у меня вот такой вот. Выдает эта команда, у меня выдавала 2300 максимум. Ну, здесь у меня проблема в снаряжении, я надеюсь, вы обратили внимание, что характеристики довольно-таки слабые. Взять хотя бы ту же Сецидис, ну извините, ну какие, да, 43% критического шанса. Ну нет у меня лучше снаряжения, просто нету. Что я могу поделать? Второй вариант этой же команды, это у нас вместо рейты Агок. Справляются без проблем, единственное, что у меня Агок плюс 5. Если у вас он не плюс 5, можете ему точности добавить, потому что все-таки он штраф к атаке накидывает. И из-за того, что у нас нету рейта, я здесь разлом, конечно же, поставил на Сакридею. Все остальные примерно такие же, единственное, что у меня здесь вот этот сет вместо мифических, да, чуть больше крит шанса. Ну, кстати, этот сет показал себя хуже. Лучше вот та версия, которая была перед этим. Там получилось урона больше. Рук абсолютно такой же, как и был. Тайминги вот такие. То есть, можно сказать, те же самые. Единственное, что Агок, из-за того, что он с посохом, ему 15 секунд. И он, потому что в сете кукольника. Поэтому 15 секундами ему ограничен. Эта команда набивает тоже 2200. Ну, если та 2300, максимум у меня было. Ну, это у меня была где-то 2200. То есть, чуть хуже. Следующая команда, это команда призыва. Обычная абсолютно команда. Тут нет никакой специфики. У меня здесь Тиамат. Я пробовал играть с Эстайон.
мне не понравилось. Точнее, не то, что не понравилось, они просто у меня не выживали. Просто не выживали. Если донатного артефакта нет у вас, я его случайно здесь поставил. Ну как оставил, потому что максимальный урон вместе с ним. Ну поставьте любой другой, например, сундук. То есть это повлияет только на урон. Немного урона будет хуже. А так можете поставить сундук и будет тоже неплохо. Если у вас нету Тиамат, все-таки ставьте тогда Эстайон. Эстайон здесь справляется. И Эстайон мы ставим на разлом вот с этим талантом на увеличение действия ослаблений. Она будет на всех накидывать разлом, и плюс ко всему он будет на 2 секунды идти дольше. Но у меня лечения не хватило. Не знаю почему, они у меня умирали. Я делал ей ускорение сколько смог, не помогло. Если у вас Эстайон не живут, а Тиамат у вас нету, ну тогда поставьте Турина. Урон, конечно же, просядет, но что поделать. Либо какого-нибудь там Берингара, не знаю, справится, нет, должен, наверное, справиться. Либо вот этого Волка, может быть, тоже получится неплохо. Команду я покажу вам. Тиамат на разломе, у него все-таки 2 удара. На разломе, в сете кукольника, вот с этим мифическим предметом. Ей можно атаки побольше. Лильванис у меня очень слабенько, я пробовал ей талант на критический шанс, чтобы был он 100%. Урон получался абсолютно таким же. Мало крит урона, мало атаки. Ну, что поделать, у меня со снаряжением беда. Ирзелас у нас здесь танкует, у него здесь сет защиты предков, видим, и вот этот артефакт. Таланты у меня не докачаны, имейте в виду, что с талантами будет побольше урона в итоге у команды. Ну, не намного, но больше. Ему здесь много очков здоровья, защиты какое-то количество. Ну, в принципе, все. Бернейд, опять же, с этим артефактом, с этим сетом. Точность у нее, ну, не нужна, просто она обычно идет на разломе, а здесь разлом на Тиамат. Кстати, можно, в принципе, наверное, и ее на разлом, но только это будет хуже, потому что пока она здесь побегает, у нее разлом нестабильный, долгий, поэтому лучше Тиамат. Синтреля вот такая вот, с рогами. Мы побольше атаки, вот это на раздачу. Атаки тоже и урона, повышение. Ставим вещи. Так, и вроде бы все, всех показал. Код тот же самый. Тайминги вот такие. Тайминги вот такие. Еще раз скажу, 200 они набивали у меня. Про разъедание могу еще сказать, что вот, например, у меня здесь та же самая команда, единственное, что здесь не Сицидис, а Вориш стоит. Это на команду льда. Ну, так, на всякий случай скажу, я просто ее составлял. 1 600 000 они набивали у меня. Тайминги вот такие. Код команды я оставлю на всякий случай. Еще одна команда, это команда Ледяного Взрыва. Вообще я ее делал тоже на ледяных элементалей. Но там они у меня плохо живут, когда у рейта нету пробуждений. И, соответственно, я их поставил, тем более, что я бью все-таки молнию, я поставил их на молнию. Здесь у нас 4 ДД, видим схему снаряжения, тайминги у нас обычные для Нептуна. Мы раньше использовали на Нептуне вот такие вот тайминги, я их здесь применил. Думаю, что нормально. Рейта у нас на разломе с ракушкой. Расстановка у нас такая, что мы бьем вот этого крайнего. Ну, потому что они все в одну цель, да, все-таки, ну, кроме Шины, понятно, и Совы. Но главный урон у нас наносит Билдель, поэтому мы все в одну цель. Чтобы на ней был разлом, чтобы мы били ее все вместе. И, соответственно, голем, по-моему, только на этого крайнего правого свое ослабление кидает. Голем у меня вот здесь вот такой вот. Вот это вот ослабление он кидает, по-моему, на крайнего правого постоянно. Здесь они набивают, то есть если на льде они набивали у меня 900, максимум я выдавала. Причем, кстати, по-моему, без таймингов. То есть здесь они выдают где-то, по-моему, 1 500 000, что-то такое, 1 600 000. Я, по-моему, доводил их до 2. Но потом перестроил на элементали льда, и что-то у меня урон здесь уже совсем другой. Хотя вроде бы и таланты нормальные на урон без лечения. Ну, в общем, здесь у меня получилось похуже. 1 где-то 600 000. Учитывая билдель плюс 3, вроде бы слабенько, как-то слабенько. И последняя команда, команда Ауры. Я просто взял ее с воронки. Просто взял с воронки. Они здесь набили у меня, по-моему, 1 300 000. Мало, но они у меня и на воронке набивают мало. 1 800 000. Как я уже сказал, у меня большие проблемы со снаряжением. Плюс ко всему, связь стихий я здесь не прокачивал. Огню, свету вообще. Ну, я имею в виду вот последние вот эти вот. Схема снаряжения вот такая у меня вот команда на воронке. Она для воронки, если что, тоже подойдет. Тайминги я не трогал. Можно, конечно, поменять под уже текущих боссов, но мне кажется, там разницы особо никакой не будет. Такие вот тайминги. Расстановка у меня здесь вот такая. У меня здесь Синарел раздает атаку, и у меня здесь Дианта раздает атаку. И здесь у меня поэтому Торресия между ними стоит. Линкас здесь танкует частично. Кстати, возможно, что с этому можно поставить другой. На воронке он нужен, потому что на воронке по Линкасу очень большой урон приходит. Здесь можно их переодеть. Ну, я не стал этого делать, потому что я воронкой вот этой команды, точнее ауры, точно бить не буду. Код такой же.
как и был до этого. Можно попробовать неустрашимых, но они у меня совсем мало бьют, я их даже не переделывал. Вот эту команду с неустрашимыми, которую я использовал на воронке, я ее не переделывал. Они у меня били мало, я им даже снаряжение здесь еще не обновлял. Можно, конечно, попробовать, да, например, как-то вот так вот. Я просто даже не помню, сколько они здесь урона набивают. Ну, видим, да, 876. Совсем слабенько. То есть они здесь у меня не подходят. Я их не перенастраивал, можно было 4-го поставить героя ДД вместо Мааштура. Какого-нибудь там, я не знаю, Аскета. Не, Аскета навряд ли. Ну, например, Судху. И было бы, ну, миллиард с чем-то. То есть, наверное, на уровне ауры. Я уже не стал делать. Ну, на всякий случай код оставлю. Если что, пробуйте. Правда, единственное, что Судху можем поставить вместо Мааштура, а вместо поддержки, если у вас этого волка нету, где он здесь, вот этого, то можно поставить, ну, Торина в конце концов. Можно Эстайон, если, конечно, выживаемости хватит. Если выживаемости не хватит, можно поставить талант вот этот вот на кражу здоровья. Кто у нас здесь еще лечит? Можно, в конце концов, на Таниэле поставить. Вполне себе неплохо подойдет. Только урона будет поменьше. По команде ауры я сразу скажу, что оптимальный вариант будет добавить 5-го ДД, то есть героя команды ауры, вместо Синарелла, потому что здесь у нас она справляется, Анализис справляется. Единственное, что насчет пробуждений, да, нужно смотреть, будут ли они выживать при этом. Также есть еще вот такой вот состав горения, он причем идет на команду противника, который огненный, самый сложный, и здесь у нас миллиард. Ну, на всякий случай все это оставлю в комментариях. И, кстати, обратите внимание, да, что сейчас у нас 12 часов, ну, то есть полночь, это по московскому времени. И здесь час остается, то есть здесь у нас идет расчет, как на арене, то есть в час ночи по Москве. Обратите на это внимание. То есть до 8 утра у нас времени не будет. Связь стихий у меня вот такая, надо было ее вначале показать. Видим, что у меня здесь яд и мороз. Поэтому у меня аура здесь совсем плохенько бьет. То есть здесь у меня ничего не вкачано. То же самое с молнией и с омертвлением. Ну и плюс ко всему снаряжение отстой. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.